Приветствую вас на канале Техревизор. Проточные водонагреватели, в отличие от накопительных, позволяют мгновенно получать горячую воду. Они различаются производительностью, мощностью и способом питания. Готовые колонки более производительные и экономичные в плане потребления. А в категории электрических есть сегмент компактных моделей, которые обеспечивают нагрев одной точки водозабора. В рейтинг лучших проточных водонагревателей 2024 года вошли различные виды приборов из всех ценовых сегментов. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начну с электрических проточных водонагревателей. Пятое место этого раздела занимает Oasis NPW. Водонагреватель компактной конструкции с монтажом на кран выполнен в белом корпусе и наделен дисплеем, на котором отображается температура нагрева воды для удобства контроля. Кран поворачивается на 360 градусов для удобства эксплуатации. Благодаря высокой мощности в 3 кВт модель обеспечивает мгновенный нагрев до температуры 60 градусов. Производительность составляет 2 литра в минуту, что является хорошим показателем для этой категории. У следующего участника он чуть ниже, хотя есть у него другие достоинства. Четвертое место занимает Electrolux Taptronic S. В отличие от предыдущего участника, он не устанавливается на кран, а сам заменяет смеситель. Причем выполнен он в элегантном дизайне и идеально впишется в современный интерьер. Стильная ручка, высокий гусак – все в конструкции продумано для удобной эксплуатации. Подключение не вызывает никаких трудностей. Температура нагрева регулируется и максимально может составить 60 градусов. Выбранный параметр обозначается на дисплее для удобства контроля. Производительность модели 1,48 литра в минуту. В общем, это отличное, элегантное решение для быстрого получения горячей воды в одной точке. Третье место занимает Stiebel Eltron DCE C6/8 Trend. Полноценный проточный водонагреватель выполнен в аккуратном узком корпусе. За счет привлекательного дизайна она не испортит внешний вид, а благодаря малым габаритам легко спрячется в нишу или встраиваемый шкаф. Предусматривает вертикальный настенный монтаж с нижним подводом труб. Корпус имеет высокий класс влагозащиты IP25, поэтому установка возможна в помещениях с высоким уровнем влажности и с вероятным попаданием струй воды на корпус. За счет технологии 2i прибор автоматически меняет мощность с учетом температуры воды на входе и частоты потребления, для того, чтобы обеспечить экономичную эксплуатацию. Производительность модели составляет 4 литра в минуту. Максимальная температура нагрева 60 градусов, предустановленная 55 градусов. Водонагреватель рассчитан на давление воды на входе до 10 атмосфер. Спиральный нагревательный элемент позволяет эксплуатацию даже с жесткой водой. Более высокой производительностью и повышенной мощностью порадует следующий участник. А второе место я отдал Thermax Top Flow 10000. Проточный водонагреватель в узком компактном корпусе мощностью 10 кВт. Он выполнен в элегантном дизайне и оборудован круглым дисплеем для удобства контроля температуры. Ее можно регулировать с помощью соответствующих кнопок. Модель наделена спиральным нагревательным элементом, который обеспечивает быстрый нагрев воды до выбранного параметра из диапазона от 40 до 60 градусов. Производительность зависит от температуры воды на входе и может составить от 4,1 до 5,7 литра в минуту. Рабочее давление в системе должно быть в пределах от 1 до 10 бар. Корпус защищен от воздействия струй воды по классу IP25. Поэтому установка прибора возможна даже в душевой. Водонагреватель наделен всеми необходимыми защитными опциями, включая защиту от поражения током, защиту от перегрева и от включения без воды. Ну и в целом достойный недорогой водонагреватель с хорошими рабочими характеристиками. Лидером среди проточных электрических водонагревателей стал Electrolux NPX8 Flow Active 2.0. Он выделяется изящным дизайном и супер узким корпусом глубиной менее 9 см. Это существенно расширяет выбор места для монтажа без опасения испортить интерьер. Как и у прочих приборов, здесь предусмотрен нижний монтаж и вертикальная установка. На внешней панели есть удобная сенсорная панель управления с дисплеем для отображения заданной температуры нагрева. Максимальная составляет 60 градусов. Производительность достигает 4,2 литра в минуту.
Модель наделена функцией самодиагностики неисправностей, что позволит справиться с ошибками в работе без посторонней помощи. Водонагреватель наделен защитой от перегрева и другими опциями, обеспечивающими безопасную эксплуатацию. Корпус имеет уровень влагозащиты IPX4, что позволяет установку в помещениях с высоким уровнем влажности. В общем, это продуманный, эргономичный 8-киловаттный водонагреватель надежного производителя, который пользуется высокой популярностью и доверием у покупателей. А теперь мы перейдем к разделу газовых проточных водонагревателей. И на 7-й строчке стоит недорогой Thermax B20D. Он выполнен в лаконичном дизайне, в узком белом корпусе и наделен черной панелью управления. Здесь есть два регулятора для выбора мощности и температуры нагрева, а также дисплей, на котором отображаются текущие параметры. Газовая колонка может эффективно работать даже при низком давлении воды в системе от 0,25 бара. Производительность составляет 10 литров в минуту. Модель наделена открытой камерой сгорания с естественной тягой и требует подсоединения к дымоходу для отведения продуктов сгорания, как и другие газовые водонагреватели. Ну и в целом это хороший недорогой вариант с привлекательным видом и хорошими рабочими характеристиками. Выделяется модель и низким расходом газа, всего 1,8 кубометра в час. А следующий участник расходует чуть больше, но имеет другие преимущества. На 6-й строчке стоит Superlux 10L CFNG. Еще одна недорогая модель, выполненная в узком корпусе. Водонагреватель со стандартным нижним подключением и дымоходом диаметром 110 мм. Может работать от природного и сжиженного газа. Расход газа составляет 2,1 кубометра в час при работе от магистрали и 74 кг в час при подключении к баллону. Производительность модели составляет стандартные 10 литров в минуту. Колонка способна работать при давлении воды в трубе от 0,25 до 10 бар. Его включение происходит с помощью электророзжига, для чего потребуются батарейки. Панель управления представлена двумя регуляторами, один из которых позволяет регулировать подачу газа, а второй выбирать температуру нагрева воды. Для удобства контроля на корпусе есть небольшой цифровой дисплей. В общем, это классическая, недорогая газовая колонка, способная работать с повышенным давлением воды в системе. Еще более доступным ценником порадует следующий участник. 5-е место занимает Baloo GWH-10 Fury. Один из лучших недорогих газовых водонагревателей. Он выполнен в строгом классическом дизайне и наделен стандартными патрубками для подключения. Отдельно хочется отметить возможность работы даже при очень слабом напоре воды от 0,15 бара, что важно для некоторых регионов с низким давлением в системе. Как и прочие приборы производителя, колонка наделена продуманной многоступенчатой системой безопасности. Это и защита от включения без воды, и контроль наличия пламени, и датчик тяги дымохода, которые отключают подачу газа при затухании или при отсутствии тяги. Также есть защита от перегрева, предохранительный клапан давления и прочие обязательные опции. А с помощью удобных регуляторов можно установить температуру нагрева воды с точностью до 1 градуса. Дисплей позволяет контролировать настройки, а электронный розжиг обеспечит комфорт при эксплуатации. В общем, это весьма удачный и надежный водонагреватель для тех, кто хочет сэкономить. Следующий участник относится к другому сегменту цен. На 4-й строчке Wiltherm S13. Одна из самых популярных моделей в рейтинге. Объясняется это и классическим аккуратным дизайном, который впишется в любой интерьер, и доверием к отечественному производителю с многолетним опытом и отличными рабочими характеристиками. Отдельно хочется отметить универсальность модели. Она способна работать как при низком, так и при высоком давлении воды в диапазоне от 0,15 до 10 бар. Ее можно подключать не только к магистральному, но и к баллонному газу. Эта модель наделена 7-уровневой системой безопасности, качественным медным теплообменником, латунным водяным узлом и имеет 2-летнюю гарантию. Запчасти есть в свободном доступе и стоят недорого. Водонагреватель с повышенной тепловой мощностью обеспечивает отличную производительность на уровне 13 литров в минуту. Расход газа составляет 2,75 кубометра в час или 2,5 кг в час при подключении к баллону. Простое механическое управление, понятный выбор настроек и электророзжиг обеспечивают комфорт в эксплуатации. В общем, это эргономичная и надежная модель, которую выбирают пользователи. А следующий участник также пользуется повышенным спросом. Тройку лучших открывает Baxi SIG211P. Выполнен в лаконичном дизайне, наделен поворотными регуляторами для выбора температуры и мощности, пьезорозжигом и продуманной системой безопасности.
Здесь есть датчик тяги, контроль наличия пламени, а также встроенный редуктор давления газа, позволяющий работать в диапазоне от 13,5 до 20 миллибар без перенастройки. Латунная гидравлическая группа и высокоэффективный жаростойкий медный теплообменник с защитным покрытием от конденсата при холодном запуске. Водонагреватель работает с любым давлением воды в системе от 0,2 до 10 бар и может перенастраиваться для питания от сжиженного газа. Расход в этом случае составляет 1,72 кг в час, а при работе от магистрального газа 2,31 кубометра в час. При аналогичной тепловой мощности водонагреватель обеспечивает повышенную производительность 10,9 литра в минуту. В общем, это достойная модель в надежном исполнении, которая пользуется высокой популярностью у покупателей на маркетплейсах. Но и следующий участник пользуется доверием пользователей. На втором месте стоит Electrolux GWH10 Nano Plus 2.0. Одна из самых популярных моделей на рынке, это обусловлено доверием к бренду и отличным сочетанием рабочих характеристик с доступным ценником. Отдельно стоит отметить стильное исполнение в узком корпусе и элегантную панель управления с небольшим дисплеем. Эта модель наделена автоматическим розжигом, удобным выбором температуры нагрева с точностью до 1 градуса и системой самодиагностики неисправностей. Здесь предусмотрены все необходимые опции безопасности, включая защиту от сухого хода, контроль наличия пламени и защиту от перегрева. Водонагреватель с тепловой мощностью 20 кВт обеспечивает стандартную для категории производительность в 10 литров в минуту. Минимальное давление воды на входе может составлять от 0,15 бара. Это позволяет использовать колонку практически в любых условиях. Ну и в целом это один из лучших газовых водонагревателей в категории цена-качество. Ну а лидер рейтинга порадует полностью электронным управлением и некоторыми другими особенностями. Первое место рейтинга занимает Ariston Next EVO SFT11NG EXP. В отличие от всех других участников, оснащен закрытой камерой сгорания и принудительным дымоотведением. Это обеспечивает высокий КПД и наиболее безопасную работу, но и стоимость такой модели на порядок выше, и она требует подключения к электросети. Производительность водонагревателя выше 11 литров в минуту. И что особенно важно, он включается даже при самом низком давлении воды в системе от 0,1 бара. Водонагреватель выполнен в элегантном дизайне с плавными линиями корпуса и с оригинальной панелью управления. В отличие от предыдущих моделей, управление здесь полностью электронное. Еще стоит выделить электронный розжиг, термостатическую модуляцию мощности, высококачественные надежные компоненты и продуманную современную систему безопасности. Расход газа у модели с учетом производительности небольшой – 2,2 кубометра в час. При необходимости колонку можно перенастроить на работу от сжиженного газа. В этом случае расход составит 79 кг в час. В общем, это определенно самая технически оснащенная, высокопроизводительная и безопасная модель, из-за чего она и возглавила топ. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.